итальянский круизный лайнер Коста Алегра. Коста Алегра, ранее называвшийся Энни Джонсон, был круизным лайнером, принадлежащим итальянской компании Costa Cruises, одной из многих дочерних компаний, принадлежащих компании Costa Carnival Corporation. Он был построен на верфи Вärtsilä Teorka в Финляндии как контейнеровоз для услуг Johnson Line шведской компании Redeye AB Nordstjernen. Был спущен 29 апреля 1969 года и передан владельцам 4 декабря того же года, в тот же день вступив в строй. С 1969 по 1986 год контейнеровоз использовался в грузовых перевозках компанией Redeye Nordstjernen. 8 августа 1986 года был продан греческой компании Regency Cruises с намерением перестроиться в круизный лайнер. С этой целью он был переименован в Regent Moon. Его родственное судно Excel Johnson было продано Regency Cruises, в то же время переименовано в Regent Sun, также с намерением быть преобразованным в круизный лайнер. Эти планы так и не были реализованы, и Regent Moon был поставлен на прикол в Греции. В мае 1988 года Regent Moon был продан компанией Compagnia Navara Pan Alexandra и переименован в Александра, но оставался на стоянке до 1990 года, когда он был продан компанией Costa Cruises. Costa Cruises приобрела Regent Sun, который тем временем был переименован в Italia в 1988 году. И его переоборудовали в круизный лайнер, а в июле 1990 года он был доставлен как Costa Marina. После этого компания Costa Cruises приобрела судно Александра 28 августа 1990 года для переоборудования в круизный лайнер на верфи в Италии, на той же верфи, которая перестроила Costa Marina. Работа над судном Александра началась 4 сентября 1990 года. Он получил совершенно новую надстройку в том же стиле, что и у Costa Marina, а также новые двигатели. Лайнер в конечном итоге был назван Costa Алегра и доставлен в Costa Cruises 16 ноября 1992 года. Costa Алегра поступил на вооружение Costa Cruises 23 ноября 1992 года, совершив круиз из Генуи на остров Сент-Томас в Карибском море. В первые годы своей службы в компании Costa он плавал по Средиземному морю в летний сезон в северном полушарии, а на зиму переплывала в Карибское море. В 2006 году лайнер был перебазирован для выхода из Китая. В то же время его интерьеры были переоборудованы, чтобы лучше соответствовать азиатскому круизному рынку. Его портами отправления в Азии были Сингапур и Гонконг. Посещенные страны включали Китай, Южную Корею, Японию, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Таиланд и Индонезия. В 2010 году он был перемещен обратно в Европу, а его азиатские маршруты были заменены на Costa Classica и Costa Romantica. По соглашению с Tmer of Marseille, Costa Cruises, которая владела брендом Packet Cruises с 1996 года, использовала Costa Алегра, продаваемую во Франции под названием Алегра и брендом Packet Cruises, для 4 весенних круизов и 7 круизов осенью 2010 года. Для этих круизов Costa Алегра привлекла французского капитана, директора круиза, метрдотелей, администраторов и 2 французских поваров, один из которых, Жан Абаузит, служил на борту знаменитого Меормоус, вышедшего на пенсию 10 годами ранее. Утром 27 февраля 2012 года в генераторной вспыхнул пожар. Пожар был потушен бортовой системой пожаротушения, пострадавших нет, но лайнер остался без электричества и дрейфовал примерно в 200 милях
к юго-западу от Сейшельских островов. Он был отбуксирован французским судном для ловли тунца Травигнон из французской компании Compagnie Française du Thon Oceanic, базирующейся в Конкарно, в Мае, на Сейшельских островах, для ремонта и эвакуации пассажиров. На борту находились 636 пассажиров и 413 членов экипажа разных национальностей. Costa Cruises объявила, что Costa Voyager возьмет на себя запланированные рейсы Costa Alegre с 18 марта по 1 июля. После 9 марта 2012 года было объявлено, что Costa Alegre не вернется в строй Costa и передана судовой компании Themis Maritime под названием Santa Cruise для утилизации в Турции.